Добро пожаловать, дорогие слушатели! Сегодня я хочу рассказать вам историю о том, как жизнь может сломать человека и как можно найти в себе силы подняться. История о том, что настоящее падение начинается не тогда, когда ты оказался на дне, а когда перестаешь бороться. Перед вами рассказ о Надежде. Когда-то она была блестящим врачом, но один день перевернул всю ее жизнь. Ей пришлось начать все с нуля. Но именно там, в самой темной точке ее жизни, и началось настоящее возрождение. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Колесящий по ухабам старенький автобус, весь в потертостях и вмятинах, с грохотом и скрежетом отдал нам последнее дыхание своих тормозов на пустынном перекрестке, больше похожем на край света. Багажный отсек захлопнулся с глухим стуком, оставив нас наедине с неожиданно громоздким багажом. 2 увесистыми чемоданами и 3 бесформенными, туго набитыми сумками, которые мы с Настей с трудом извлекли из недр машины. «Мама, далеко еще идти?» В ее глазах, поднятых на меня, плескалась усталость, накопленная за 2 часа тряски в душном салоне, пахнущем бензином и пылью. «Нет, солнышко моё, всего 2 дома», — ответила я, поправляя врезавшийся в плечо ремень сумки и находя ее маленькую доверчивую ладонь. Солнечная 10. Эта цифра, выведенная на потертой табличке, отныне становилась новым адресом нашей жизни. Окраина города дышала тишиной и забвением. Улочка, застроенная послевоенными домами-крошечками, пряталась от мира, а редкие прохожие казались случайными тенями. Асфальт под ногами был испещрен паутиной трещин, сквозь которые пробивались на свет упрямые, жизнелюбивые одуванчики. Солнце, клонящееся к закату, заливало небо тревожными, почти апокалиптическими оттенками расплавленного апельсина и кроваво-красного. Дом оказался именно таким, каким его описывала по телефону хозяйка. Приземистый, с крошечными, словно прищуренными окнами и покосившимся штакником, будто подкосившимся под тяжестью лет. Ржавая табличка над входной дверью с едва читаемой цифрой 1958 словно напоминала всем прохожим, что видала она куда лучшие времена. Во дворе, словно страж этого забытого уголка, стояла старая скрюченная яблоня, вся усыпанная мелкими, еще зелеными и твердыми плодами. «Приехали-таки, а я уж думала, что передумали». На крыльцо, поскрипывая половицами, вышла невысокая плотная женщина в ситцевом халате с выцветшими розами, вытирая о передник влажные работящие руки. «Глафира Михайловна, я хозяйка». Ее взгляд, цепкий и внимательный, медленно скользнул по мне, задержавшись на Насте, которая в ответ инстинктивно крепче стиснула мои пальцы. «Здравствуйте, я Надежда, а это моя дочь Анастасия». Я выдавила натянутую вежливую улыбку, за которой пыталось скрыться все накопленное за день напряжение. «Извините за опоздание. Маршрутки редко ходят в эту сторону». «Оно и понятно, край города». Она махнула рукой, словно отмахиваясь от самой мысли о суетном центре. «Зато тихо, никто не беспокоит. Пойдемте, покажу, что к чему». Внутри дом оказался на удивление просторнее, чем можно было предположить, глядя на его непрезентабельный фасад. Небольшая прихожая плавно перетекала в уютную кухоньку с массивной русской печью, от которой все еще веяло сухим, призрачным теплом давно остывших углей. 2 комнаты побольше и поменьше разделялись коротким темным коридорчиком. Обои, когда-то должно быть яркие, теперь выцвели и местами отставали от стен, образуя пузыри. Потолок в углу гостиной был испещрен желтыми разводами, безмолвными свидетельствами старых протечек. Но зато пол под ногами был удивительно крепким, без единого предательского скрипа. «Печь топить умеете?» Глафира Михайловна постучала костяшками пальцев по шершавой кирпичной кладке, и звук получился глухой, солидный. «Разберусь», — бодро ответила я, хотя в жизни не прикасалась к дровам иначе как на пикнике. Вода в колонке во дворе и в ванной, газ баллонный, 2 конфорки. Ну и туалет, сами понимаете, во дворе. Она развела руками, и в этом жесте читалось не извинение, а скорее констатация сурового быта. 20 тысяч в месяц плюс коммуналка, как договаривались. Я сглотнула комок, подступивший к горлу.
Сумма была на самой грани моих скудеющих возможностей. «А за сколько можно снять на полгода сразу?» — спросила я, пытаясь голосом, в котором дрожали надежда и отчаяние, выторговать хоть какую-то, даже самую незначительную скидку. Глафира Михайловна прищурила свои пронзительные глаза. «А что так ненадолго? Случилось что?» И тут во мне что-то прорвало. Не знаю, что именно на меня нашло. Копившаяся месяцами усталость от бесконечных переездов, нервное истощение, дошедшее до самой своей черты, или то неуловимое, простое человеческое тепло, которое, казалось, источала эта незнакомая женщина. Но я рассказала ей все: о своей блистательной карьере кардиохирурга, о той роковой операции 10 месяцев назад, когда пациент с редчайшим коварным осложнением, разрывом межжелудочковой перегородки, умер на столе, несмотря на мою 4-часовую, отчаянную борьбу за его жизнь. О муже Игоря, заместителя министра здравоохранения, который вместо поддержки и участия холодно бросил: «Не могу рисковать карьерой из-за твоих проблем». О судебном иске от разъяренных, обезумевших от горя родственников, о моем вынужденном увольнении по собственному желанию и об этих бесконечных, унизительных месяцах скитаний по съемным комнатам, каждая из которых была безличие и безрадостнее предыдущей. Пока я говорила, Настя, словно почувствовав накал моих эмоций, тихонько на цыпочках ушла в дальнюю комнату. И я была бесконечно благодарна ей за это маленькое тактичное проявление зрелости. Глафира Михайловна же слушала молча, не перебивая, лишь изредка кивала своим седым виском и иногда качала головой, будто слышала в моей истории что-то давно и хорошо знакомое. Когда я закончила, иссякла и выдохлась, она неожиданно поднялась и налила в закопченный эмалированный чайник воды. 15, — коротко сказала она, ставя чайник на конфорку. «Простите?» — не поняла я. 15 тысяч в месяц и коммуналка пополам. У меня тоже муж-подлец был. Правда, не замминистра, а обычный пьяница. Тоже в свое время бежала с детьми, куда глаза глядят». Она чиркнула спичкой, и синий газовый огонек с легким хлопком ожил. «А место врачам всегда найдется. «Не в моем случае», — горько усмехнулась я. «Репутация подмочена. Куда ни приду, везде отказ. Видимо, Игорь позаботился». «И что думаете делать?» — спросила она, заваривая чай в большом заварном чайнике. «Найду любую работу, лишь бы время позволяло с дочерью быть. Ей в детский сад нужно, в школу через 3 месяца». Глафира Михайловна задумчиво покачала головой. «С садиками у нас туго, очереди на полгода. Но есть одна знакомая воспитательница. Спрошу, может, что подскажет». В ту ночь мы с Настей устроились на старых походных раскладушках. В качестве постели послужило моё некогда добротное, а теперь истончившееся пальто, пахнущее дорогой и пылью. Утром, едва рассвело, мы отправились в хозяйственный магазин, где скупали самый необходимый скарб. Незатейливые занавески на голые окна, 2 простые подушки, недорогое одеяло, самые дешевые, но добротные кастрюли и сковородку, тяжелые и практичные. На рынке, пахнущем древесной стружкой и свежим лаком, мне удалось присмотреть скромный деревянный стол и 2 стула с облупившейся краской. Продавец, пожилой мужчина с густыми прокуренными усами и глазами, прищуренными от постоянного ветра, после недолгого торга согласился привезти нашу скромную покупку к дому вечером, взяв за эту услугу отдельную небольшую плату. Весь остаток дня мы посвятили уборке. Настя, вооружившись смятыми газетами и раствором уксуса, с неожиданным для ее лет рвением натирала оконные стекла, которым, казалось, не знали мытья много лет. А я отскребала многолетнее наслоение грязи и жира с древней плиты, с ожесточением смывая пыль с потолков и стен. Эта физическая, почти первобытная работа была благословенным отвлечением. Она не оставляла места для тяжелых, грызущих душу мыслей. «Мама, смотри, как красиво!» — воскликнула Настя, помогая подвешивать на окно тюлевую занавеску, купленную за бесценок на распродаже. Солнечный луч, пробившись сквозь ажурную ткань, рассыпался по стенам комнаты мягкими золотыми брызгами, оживляя унылые обои. Как в сказке. Я обняла дочь, прижавшись щекой к ее макушке, вдыхая чистый детский запах ее волос. Моя маленькая фея, единственная, кто умел находить прекрасное в самой безысходной ситуации.
Вечером, уложив наконец-то утомленную Настю спать на застеленную свежим бельем кровать, я опустилась у окна и достала потрёпанный блокнот. Пришло время трезво подсчитать, насколько же хватит наших скудных средств. Оставалось 85 тысяч рублей. Игорь по решению суда был обязан платить алименты — 12 тысяч в месяц, но делал это с вызывающей нерегулярностью, за последние 3 месяца переведя деньги лишь однажды. Предстоящие расходы выстраивались в безрадостную колонку. Аренда — 15 тысяч, коммунальные услуги — около 3 тысяч, продукты, даже по самому жесткому минимуму, еще 15 тысяч. Итого 33 тысячи в месяц. Если экономить на всем, даже на воздухе, деньги иссякнут через 2 с небольшим месяца. Я захлопнула блокнот и прикрыла глаза, ощущая, как накатывает волна отчаяния. В памяти, словно на ярком свету операционной, всплыли знакомые до мелочей образы. Ритмичный писк мониторов, напряженные лица анестезиологов за моей спиной, мои собственные руки в стерильных перчатках, уверенно держащие скальпель. «Доктор, давление падает! Разряд! Еще разряд!» Как давно это было? Казалось, в совершенно другой, чужой жизни. Сквозь тонкую стену доносилось ровное, спокойное дыхание спящей дочери. Ради нее, ради этого тихого звука, я была готова пройти этот путь до самого конца. Найти любую работу, встать на ноги, доказать всем и в первую очередь себе, что меня не так-то просто сломать. «Новая жизнь, значит», — прошептала я, всматриваясь в свое отражение в темном оконном стекле. Оттуда на меня смотрела незнакомая уставшая женщина, но с неожиданно твердым и решительным взглядом. Что же, начнем сначала. Завтра предстоял большой, полный неизвестности день. Нужно было обойти все ближайшие детские сады, составить исчерпывающий список вакансий, навести справки о ближайшей школе для Насти. Я была готова принять любую, даже самую тяжелую и низкооплачиваемую работу, которая оставила бы мне драгоценное время для дочери. За окном в промозглой мгле мерцали холодные, равнодушные к человеческим проблемам звезды. Старая яблоня во дворе тихо шелестела намокшими листьями, и ее шорох был похож на утешительный шепот. «Все будет хорошо». И я, сама не зная почему, поверила этому шепоту. Утро, однако, выдалось промозглым и неприветливым. Мелкий, назойливый дождь, больше похожий на холодную водяную пыль, висел в воздухе, оседая на волосах и одежде ледяной росой. Настя жалась ко мне под подол старого зонта, которому давно пора было на свалку. Одна из спиц отломилась, и пропитанная водой ткань безвольно провисала, образуя нелепый карман, где скапливалась влага. Еще один садик, и поедем домой греться». Я попыталась ободряюще улыбнуться дочери, чувствуя, как леденеет собственное сердце. 8-й по счету детский сад встретил нас уже знакомой, удручающей картиной. Облупившаяся краска на заборе, ржавая старая детская площадка и уставшая безразличная заведующая, сидящая за столом, заваленным кипами бумаг. «Очередь до января следующего года», — монотонно, словно заученную мантру произнесла она, даже не утруждая себя взглянуть на нас. «Можете оставить заявление, но ничего не обещаю». «А если экстренная ситуация? Мне нужно срочно выйти на работу, я одна с ребенком. «У всех экстренная ситуация», — она подняла на меня утомленные, потухшие глаза. 32 человека в очереди. Могу только поставить вас на лист ожидания». Выйдя за ворота, я на мгновение прислонилась спиной к холодной мокрой стене, ощущая, как подкатывает комок бессилия. Тупик. Абсолютный и беспросветный. Везде одно и то же. Настя молча смотрела на меня снизу вверх, и в ее больших ясных глазах читалась не детская, пугающая серьезность. «Мамуль, я могу одна дома сидеть. Правда, я уже большая». Сердце сжалось от боли и гордости за эту маленькую отважную душу. Моя 6-летняя девочка пыталась взвалить на свои хрупкие плечи взрослые проблемы. «Нет, родная, ты еще совсем маленькая, и я ни за что не оставлю тебя одну. Что-нибудь придумаем, обязательно придумаем». Следующим пунктом в моем безнадежном списке значилась городская больница номер 2. Районная поликлиника и престижная областная больница уже прислали вежливые лаконичные отказы практически мгновенно после рассмотрения моего резюме.
Удивительно быстро, буквально в течение часа. Здесь явно постарался Игорь, приложив все свои административные ресурсы, чтобы отсечь мне все пути к отступлению. «Вы Скворцова, Надежда Андреевна?» Главный врач больницы, пожилой седовласый мужчина с густыми нависшими бровями, сокрушенно покачал головой, не глядя мне в глаза. «Извините, но вакансий у нас нет совсем, никаких. Но на официальном сайте больницы я сама видела свежее объявление о вакансии врача-кардиолога». «Должность уже занята», — устало произнес главврач. «Человека утвердили вчера». Он отвел взгляд, уставившись в бумаги на столе. «Вам лучше поискать что-то другое. За пределами города, например». Звонок на его стационарном телефоне раздался именно в тот момент, когда я, уже прощаясь, в очередной раз назвала свою фамилию. Телефонный разговор был до неприличия коротким. «Да, она самая», — понял, Игорь Валерьевич. Дальше можно было не продолжать. Все и так было кристально ясно. К обеду мы с Настей вымотались окончательно. Ноги гудели от бесконечной ходьбы по мокрому асфальту. Зашли погреться в первое попавшееся кафе, заказав 1 чай на 2 и скромную булочку с изюмом для дочери. Я молча смотрела, как она старательно, с почти ритуальной бережностью, отламывает маленькие кусочки, растягивая удовольствие, и чувствовала, как внутри поднимается горькая, солёная волна отчаяния, грозящая вот-вот выплеснуться через край. После короткого, но спасительного отдыха настал черед обхода бесконечных магазинов, унылых офисов и мрачных заводских проходных. «Опыт работы с кассой есть?» — безразлично спросила полная, уставшая женщина в супермаркете, разглядывая меня поверх очков. «Нет, но я очень быстро учусь», — попыталась я вложить в голос уверенность. «А график 2 через 2 по 12 часов вас устроит? Мне нужно ребенка в садик отводить и забирать». Начала я, но она тут же перебила. «Извините, не подходите». В пыльном офисе по продаже окон менеджер по персоналу, молодой человек в строгом галстуке, оживился, услышав о моем образовании. «Знаете, один из Excel интересовались?» — спросил он. «Нужен менеджер по персоналу, работа на базовом уровне». «А опыт в продажах есть?» «Нет, я медик по образованию», — вынуждена была я признаться. Его энтузиазм мгновенно угас. «Нам нужен человек с опытом. Спасибо, что пришли». На заводе электроприборов суровый охранник в ватнике даже не пропустил меня к зданию отдела кадров, махнув рукой в сторону цехов. «К станкам только мужиков берем. Женщины у нас в бухгалтерии да в столовой. А туда набор закрыт». К вечеру я едва волочила ноги. Присев на холодную скамейку возле центрального рынка, я закрыла глаза, пытаясь заглушить навязчивый панический шум в голове. Настя тихо играла рядом, пиная мелкие камушки и что-то напевая себе под нос. Вдруг она дернула меня за рукав. «Мама, смотри!» В ее голосе прозвучала заинтересованность. Она показывала на грязную информационную доску, испещренную объявлениями. Среди листовок о продаже щенков и сдаче квартир висел скромный листок. Требуется официантка в ресторан «Семейный очаг». График. Вторник-воскресенье с 17:00 до 23:00. Перерыв 30 минут. Зарплата 25 тысяч плюс чаевые. Собеседование ежедневно в 15:00. Я машинально взглянула на часы. Было 16:10. Мы опоздали почти на 1,5 часа. Но терять уже было абсолютно нечего. Ресторан «Семейный очаг» располагался на первом этаже старинного, отреставрированного особняка в самом центре города. Небольшая, но уютная вывеска, кованые фонари у входа, пышные горшки с алыми петуниями на подоконниках. Всё дышало европейским уютом. Через витражные окна виднелся зал человек на 45, с массивными деревянными столами, накрытыми клетчатыми скатертями. Атмосфера действительно соответствовала названию — домашний уют и покой. «Можно нам войти?» — робко спросила Настя у швейцара, степенного мужчину в темном костюме. «Конечно, барышня». Он слегка склонил голову, отчего Настя смущенно захихикала. Внутри пахло свежей выпечкой, корицей и дорогим кофе. За стойкой администратора стоял молодой мужчина и что-то сосредоточенно записывал в гроссбух. Он поднял голову, и я встретилась с внимательным, оценивающим взглядом его карих глаз. «Здравствуйте, чем могу помочь?»
Его голос был спокоен и профессионально вежлив. «Добрый день. Я по объявлению о вакансии официантки», — начала я, чувствуя, как дрожит голос от усталости и нервного напряжения. «Вы опоздали на собеседование». Он мягко, но твердо закрыл журнал. «К сожалению, мы уже набрали 2 сотрудниц». Что-то в его спокойном, неагрессивном тоне не позволило мне развернуться и молча уйти. Возможно, та самая усталость, что копилась неделями, а может и голод, от которого уже слегка кружилась голова, заставили меня сделать последнюю, отчаянную попытку. «А других вакансий нет? Совсем? Я очень трудолюбива и быстро учусь». В голосе прозвучала неподдельная мольба. Он внимательно, не торопясь, посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на Настю, которая с нескрываемым интересом разглядывала интерьер ресторана. «Как вас зовут?» — спросил он, и в его глазах мелькнула тень любопытства. «Надежда. Надежда Скворцова». «Михаил Рыбаков, администратор». Он протянул руку для пожатия, и этот жест показался мне невероятно человечным после всех сегодняшних унижений. «Вообще-то нам нужна посудомойщица. Зарплата 28 тысяч, плюс 10% от общих чаевых официантов. График такой же. Вторник-воскресенье с 5 вечера до 11. Перерыв 30 минут. Посудомойщица. Я почти физически ощутила, как по моим щекам разливается горячий румянец стыда. От блестящего скальпеля в операционной к горе жирной посуды. Какое стремительное и оглушительное падение. Словно заметив моё замешательство и внутреннюю борьбу, Михаил добавил, и в его голосе прозвучала не обидная жалость, а деловитое участие. «У нас современное оборудование, 2 профессиональные машины, условия вполне комфортные. Пойдёмте, я покажу вам кухню». Кухня и впрямь оказалась образцом чистоты и образцового порядка. Сверкающие нержавеющие поверхности, мощные пароконвектоматы, посудомоечные машины промышленного класса, гудевшие ровным деловым гулом. «Обычно работы много, но не изнурительно», — объяснял Михаил, показывая на моё потенциальное рабочее место у раковин. «В основном это сортировка, загрузка в машины, проверка чистоты и расстановка по местам. Ничего сложного». «Я подумаю», — неуверенно ответила я, чувствуя, как в голове всё переворачивается. «Хотите чая?» — неожиданно предложил он. «Вы выглядите очень уставшей». И вот за чашкой горячего согревающего чая с душистым домашним печеньем я, сама не ожидая от себя такой откровенности, рассказала этому почти незнакомому человеку о своей главной проблеме. «Понимаете, садиков свободных в городе нет, а Настю не с кем оставить. Ей всего 6, в школу только через 3 месяца». Михаил задумчиво побарабанил подушечками пальцев по столешнице, и в тишине этот звук показался мне оглушительно громким. «У меня есть соседка, Татьяна Ивановна», — начал он медленно, взвешивая каждое слово. «Очень одинокая женщина, интеллигентная, бывшая учительница. Она недавно овдовела, и, думаю, ей могло бы быть приятно посидеть с вашей дочерью. Но я, конечно, не могу просить за незнакомого человека. Поговорите с ней сами». Он достал из кармана пиджака аккуратную визитку и протянул ее мне. «Скажите, что от Миши». Домой мы возвращались в гнетущем тягучем молчании, нарушаемом лишь ровным гулом автобусного двигателя. Настя, измотанная долгим днем, заснула, положив горячую голову мне на колени. А я, уставившись в запотевшее окно, ловила себя на одной и той же горькой мысли. Посудомойщица. Человек-невидимка. Призрак, обитающий на задворках шикарного зала. Тот, кто моет за другими грязные тарелки, счищает остатки чужой трапезы, чьи пальцы, скользкие от жира, находятся в самом низу ресторанной иерархии. Мои руки. Эти самые руки, что всего несколько месяцев назад уверенно держали скальпель, проводили ювелирные разрезы и буквально заставляли биться остановившееся сердце, теперь будут часами погружены в мыльную, мутную воду с плавающими огрызками хлеба и объедками. Но потом мой взгляд упал на спящую дочь, на ее рассыпавшиеся по моим коленям светлые волосы, на детски приоткрытые беззащитные губы. Ради нее, ради этого тихого дыхания я была готова мыть не только посуду, но и полы, и общественные туалеты, делать все, что угодно, лишь бы видеть ее спокойной и сытой. Дома, уложив Настю, я села за стол с блокнотом
и произвела новые, уже обнадеживающие расчеты. 28 тысяч — базовая ставка. Плюс, если верить Михаилу, примерно 7 тысяч чаевых. Итого 35 тысяч рублей. Это уже была не просто выживаемость, это был шанс. Можно было не просто прожить, отдавая всю зарплату за аренду и еду, но даже откладывать понемногу, создавая хоть какой-то финансовый буфер. И главное, неоценимое преимущество — график позволял проводить с Настей все утро и большую часть дня. На следующее утро, собравшись с духом, я набрала номер Татьяны Ивановны. Телефонный разговор, вопреки моим опасениям, оказался на удивление теплым и приятным. Мягкий, интеллигентный голос с приятной бархатной хрипотцой без лишних расспросов пригласил нас с Настей на чай. Улица Лермонтова, 20. Старый аристократический жилфонд в центре города. Квартира Татьяны Ивановны оказалась именно такой, как я себе и представляла. Высокие потолки с лепниной, просторные комнаты, заставленные антикварной мебелью. И повсюду книжные шкафы, доходившие до самого потолка и ломившиеся от тяжелых фолиантов. Воздух был густым и сладким, пахнущим свежезаваренным чаем, ванилью и старой бумагой. «Миша мне вас нахваливал», — улыбнулась хозяйка. Седовласая, элегантная женщина с невероятно живыми и молодыми серыми глазами. «Говорил, что вы производите впечатление очень порядочного и стойкого человека. Но мы едва знакомы», — смутилась я, чувствуя, как краснею. «У Миши звериное чутье на людей», — она лукаво подмигнула Насте, протягивая ей тарелку с домашним песочным печеньем. «Он у меня, между прочим, психолог по образованию, хотя и работает администратором. Не хочет, говорить, чужие души ковырять». За неторопливой беседой за чаем Татьяна Ивановна рассказала свою историю. Вдова уже 2 года, бывший учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем. «Сын Михаил — моя единственная радость и опора. А после смерти мужа дни тянутся бесконечно», — призналась она, глядя в окно. «Книги, конечно, спасают, но живого человеческого общения очень не хватает». Мы быстро обсудили условия. 600 рублей в день плюс продукты для Насти. Я пыталась робко возражать, что сумма слишком щедра, но Татьяна Ивановна была мягко, но непреклонно тверда. «Не торгуйтесь, дорогая моя. Это справедливая цена за моё время, внимание и ответственность. К тому же, — она снова улыбнулась Насте, — мне будет невероятно приятно потихоньку готовить вашу девочку к школе. Я ведь, знаете ли, начальные классы тоже в своё время вела». Когда мы собрались уходить, Настя, обычно стеснительная с незнакомыми, неожиданно подошла и обняла Татьяну Ивановну. «Вы такая красивая», — прошептала она. «Прямо как добрая фея из сказки». Я увидела, как по лицу пожилой женщины пробежала судорога, губы ее задрожали, а на глазах выступили редкие, но искренние слезы. Выйдя на улицу, я тут же набрала номер Михаила. «Я согласна на работу, и с Татьяной Ивановной мы все обсудили». «Отлично». В его голосе я услышала неподдельное искреннее удовлетворение. «Приходите в среду к 5. И, Надежда...» Он на секунду замолчал. «Всё будет хорошо. Поверьте». Вечером того же дня я гладила свою единственную парадную белую блузку, которую берегла для особых важных случаев. Теперь ей предстояло стать моей рабочей униформой. Она была уже много раз стиранной, ткань кое-где слегка посерела, но в целом блузка еще сохраняла вид приличный и строгий. «Мама, а кем ты будешь работать?» Настя сидела на краю кровати, обнимая своего старого потрёпанного плюшевого медведя. «Буду помогать на кухне в одном очень хорошем ресторане». «А почему не доктором?» — не унималась она. «Ты же доктор, правда?» Я присела рядом, обняла её за хрупкие плечи и притянула к себе. «Иногда, мое солнышко, в жизни так складывается, что людям приходится менять свою профессию. И в этом нет ничего страшного. Главное, что мы с тобой будем вместе. Ты будешь ходить к тёте Тане, я буду работать, а потом мы с тобой снова заживём хорошо-хорошо. Я тебе обещаю». «Обещаешь?» — серьёзно по-взрослому спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Обещаю», — прошептала я, целуя её в макушку и чувствуя, как к горлу снова подкатывает предательский тёплый ком. А позже, уже в полной темноте, глядя в потолок, по которому ползли отсветы фонарей,
Я думала о причудливых зигзагах судьбы. Всего полгода назад я стояла в стерильной тишине операционной, а теперь готовилась к тому, чтобы закатать рукава и погрузиться в пену у раковины. Было ли это унизительным падением или же, вопреки всему, тем самым новым, пусть и трудным, началом? Выбор между гордостью и суровой необходимостью для матери-одиночки всегда был предопределён. В нём не существовало дилеммы. «Просто отбрось гордыню и делай то, что должно», — сурово приказала я себе, закрывая глаза и делая глубокий вдох. «Завтра новый день, и, возможно, начало новой, пусть и не такой блистательной истории». Мой первый рабочий день в ресторане «Семейный очаг» начался с мучительной неловкости. Я пришла на 20 минут раньше и долго металась у служебного входа, чувствуя себя чужой и неуместной. Даже белая блузка, выглаженная с особым тщанием, казалась мне помятой и кричаще белой. В голове навязчиво крутилась одна единственная мысль, похожая на приговор. «Господи, я действительно сейчас переступлю этот порог, чтобы пойти мыть посуду». Я, оперировавшая на открытом сердце, дрожала у двери в подсобку. «Будешь стоять на морозе или все таки зайдешь? Раздался знакомый спокойный голос. Михаил стоял в распахнутой двери, придерживая ее плечом. В руках он сжимал большую картонную коробку с овощами. Кухня встретила меня оглушительным гулом, напоминающим растревоженный улей. Повара в белоснежных накрахмаленных халатах с выверенной точностью движений колдовали у плит. Официантки порхали с подносами, словно балерины, а в воздухе, густом и пряном, витала негромкая ритмичная музыка, сливающаяся с звоном бокалов и приглушенным гулом голосов из зала. «Коллеги, это Надежда, наша новая сотрудница», — представил меня Михаил, его голос легко перекрыл кухонный шум. «Прошу любить и жаловать». Шеф-повар Андрей, высокий, плечистый мужчина с густыми татуировками, опоясавшими его мощные предплечья, скептически, оценивающе, оглядел меня с головы до ног. «Руки-то хоть крепкие. У нас тут, знаешь ли, не манную кашу детям варить». Я молча, без лишних слов, закатала рукава своей белой блузки, обнажив руки. Те самые руки хирурга. Сильные, с рельефно очерченными мышцами и выступающими венами, годами тренированные для ювелирной работы. «Годится», — коротко хмыкнул он. «Значит так, я шеф. Вон те две стрекозы, Алена и Катя, официантки. За стойкой Серега барменствует. Дальше сама разберешься. Учиться пришлось на ходу, буквально с первых секунд, с головой окунувшись в бешеный ритм. Весь процесс был выверен до автоматизма. Прием гор грязной посуды, бесконечная сортировка по типам и размерам, предварительная очистка от остатков пищи, загрузка в ненасытные чрева промышленных посудомоек, беглый контроль качества мытья, сушка и, наконец, расстановка на строго отведенные места. И так по кругу, без передышки, с однообразной гипнотизирующей скоростью конвейера. Странное дело, но я не чувствовал ожидаемого унижения. Возможно, потому что работала в своем замкнутом мирке, скрытой от глаз изысканной публики. А может, потому что коллектив оказался на удивление простым, бесхитростным и по-своему дружелюбным. К 10 вечера, когда основной поток посетителей наконец схлынул, Андрей молча поставил передо мной на стол тарелку с дымящимся ризотто. «Ешь, нечего добру пропадать». Клиент отказался, заявил, что рис переварен. Я не стала говорить, что мой желудок уже несколько часов сводил от голода. Просто тихо поблагодарила и принялась за еду. Это был божественный, почти забытый вкус настоящей сытной пищи. «У нас всегда так», — подмигнула мне Алена, хрупкая девушка с короткой, как у мальчишки, стрижкой. «Шеф никогда не дает нам голодать. Скоро будешь круглый, как колобок». В самом конце смены, когда я уже собиралась уходить, Катя, вторая официантка, сунула мне в рук несколько смятых купюр. «Твоя доля, держи». «Что это?» — не поняла я. «Чаевые», — улыбнулась она. «Мы здесь честно делим со всеми, и с кухней, и с мойкой. У нас так заведено». 280 рублей. Небольшая, но для меня значимая сумма. Больше, чем я рассчитывала получить в свой первый день. «Спасибо», — только и смогла я выдавить из себя, чувствуя неловкую комбинацию стыда и благодарности. «Не за что», — пожала плечами Катя. «Заработала».
Михаил довез меня до дома на своей старенькой, но аккуратной машине и помог донести до калитки пакет с едой, который шеф собрал для малой. Так он почему-то сразу стал называть Настю. «Ну, как первый день?» — спросил он, заглушив двигатель. «Неожиданно хорошо», — честно призналась я. Думала, морально будет гораздо тяжелее. «У нас коллектив без понтов», — просто ответил Михаил. «Каждый делает свое дело. Главное, чтобы руки росли откуда надо». Дни потекли размеренно, сливаясь в одну сплошную, бесконечную череду. Подъем в 8 утра, неспешный завтрак с Настей, уборка, прогулка, обед, занятия с дочерью, а в 4 провожать ее к Татьяне Ивановне и бегом на работу. Возвращалась я обычно ближе к полуночи, когда Настя уже крепко спала. Единственный выходной, понедельник, я целиком посвящала дочери. Настя неожиданно быстро и крепко подружилась с тетей Таней, как она ее называла. Они вместе читали книги, готовились к школе, лепили из пластилина и ходили кормить уток в парк. Часто, забирая дочь после смены, я заставала их за неспешным чаепитием с горячим обсуждением только что прочитанной сказки. «Мама, представляешь, мы с тетей Таней сегодня малахитовую шкатулку дочитали», — восторженно делилась Настя, запрыгивая мне на руки. «А там такая хозяйка Медной горы, красивая-прекрасивая, но строгая. А еще мы ящерицу из пластилина слепили». Я пыталась исправно отдавать Татьяне Ивановне оговоренную сумму — 600 рублей за день. Но она всякий раз решительно отказывалась, складывая мою руку с деньгами в кулак. «Наденька, 500 — это многовато. Давайте так, 400. Мне и то неловко брать с вас деньги за то, что доставляет мне искренне, неподдельную радость. Ваша девочка просто чудо, умная, воспитанная, с ней так интересно. Вы даже не представляете, как давно я не чувствовала себя по-настоящему нужной. Через месяц я поймала себя на странной, почти крамольной мысли. Впервые за долгие выхолощенные годы у меня появилось ощущение семьи. Не той показной формальной ячейки общества, что была у нас с Игорем, с ее ледяной вежливостью, выверенными фразами и пустотой, скрывающейся за глянцевым фасадом, а настоящей, теплой, живой общности, где тебе рады не за статус или достижения, а просто потому, что ты есть, и твое присутствие кому-то важно. Инцидент, который в кулуарах ресторана позже окрестили «делом о солёной ране», случился на излёте 5-й недели моей работы. Пятничный вечер, самый разгар часа пик, зал был забит под завязку. Внезапно на кухню влетела заплаканная Алена, с диким криком прижимая к груди окровавленную руку. «Стакан разбила!» — сквозь рыдание выдохнула она. Я среагировала на автопилоте, даже не успев осознать свои действия. Мгновенно усадив ее на табурет, я осмотрела рану. Глубокий, с рваными краями порез на ладони. Артерии, к счастью, не задеты, но кровотечение было сильным. «Андрей, аптечка где?» — скомандовала я голосом, не терпящим возражений. «В шкафу над холодильником», — донеслось в ответ. «Сергей, спирт и вату, быстро!» Не прошло и минуты, как я уже промывала рану, трезво оценивая повреждения и накладывая давящую повязку. Движения мои были четкими, уверенными, отточенными тысячами часов в операционной. Будто и не было этого мучительного 10-месячного перерыва. Алена, забыв о боли, молча наблюдала за работой моих рук. «Тебе нужно в травмпункт, наложат швы», — констатировала я, закрепляя бинт. «Это временная мера, чтобы просто остановить кровь». «Ты где так научилась?» — не унимался Сергей. «Прямо как настоящий врач сработала». «Курсы первой помощи», — отмахнулась я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «Каждому полезно знать основы». Краем глаза я заметила пристальный, изучающий взгляд Михаила, словно он увидел во мне что-то новое, ранее скрытое. Но, к моему огромному облегчению, вопросов он задавать не стал. Мы часто разговаривали с ним после смен, обычно о пустяках. Как прошел день, какие планы на завтра. Но почему-то эти недолгие, ни к чему не обязывающие беседы стали для меня важны, как глоток свежего, прохладного воздуха после долгого пребывания в душном помещении. В дождливые дни Михаил всегда настаивал, чтобы я не шла пешком, и подвозил меня до самого дома. Однажды по дороге началась настоящая тропическая гроза.
Переждем, решил он, припарковавшись на пустынной обочине. «В такую погоду лучше не ехать». Мы сидели в уютной кабине, слушая оглушительный стук капель по крыше, и говорили обо всем на свете. О книгах, о старых фильмах, о музыке, о его дипломе психолога и о том, почему он в итоге выбрал работу в ресторане. О его матери, которая арендует помещение, но лелеет надежду когда-нибудь выкупить его в собственность. «А ты?» — неожиданно спросил он, нарушая легкость момента. «Чем занималась до посудомойки?» Я замерла, чувствуя, как внутри все сжимается. Солгать? Рассказать горькую правду? Сменить тему? «Всего понемногу», — уклончиво ответила я, глядя на потоки воды, стекающие по стеклу. Разные работы были. Он, понимающе кивнул и больше не стал допытываться, но я почувствовала, что он обо всем догадывается. Мой лексикон, манера строить фразы, сама логика мышления — все это выдавало во мне человека из другого мира. Настя каждый раз светилась от счастья, увидев Михаила. Он привозил ей маленькие, но подобранные с душой подарки. То набор цветной бумаги для поделок, то красивую книжку с яркими иллюстрациями, то простой леденец в форме петушка. «Мам, а дядя Миша хороший, правда?» — спросила она как-то утром за завтраком. Я промолчала, не находя правильного ответа. Михаил и вправду казался хорошим, порядочным человеком, но открыться ему, довериться, подпустить к себе ближе было до ужаса страшно. После предательства Игоря я словно обросла толстой ледяной коркой, не позволяя никому проникнуть в мою уязвимую сердцевину. Звонок от Игоря раздался посреди рабочей смены, в тот момент, когда я выносила мусор на улицу. На экране телефона высветилось его имя, и мое сердце пропустило удар. 6 месяцев он не подавал признаков жизни, ограничиваясь краткими СМС-уведомлениями о переводе алиментов. «Да, здравствуй, Надя». Его голос звучал устало и отстраненно. «Где ты сейчас живешь? Мне нужно увидеть дочь». Внутри все сжалось в тугой болезненный комок от страха и немой ярости. «По решению суда встречи только в присутствии третьих лиц», — напомнила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «В понедельник, в свой выходной, могу привезти Настю в торговый центр «Планета». «Не усложняй, Надя». В его голосе прозвучало раздражение. «Я работаю по выходным. Мне проще заехать в будний день». «Я тоже работаю», — парировала я. «Настя скоро в школу пойдет. Мне нужно...» «Слушай», — резко перебил он меня, — «я пытаюсь по-хорошему. Если что, я могу устроить так, что работы у тебя не будет. Нигде. Вообще нигде, понимаешь?» Холодный пот выступил у меня между лопаток. Он знает. Знает, что я работаю, и следит за мной. Как он отреагирует, узнав, что его бывшая жена, некогда блестящий хирург, теперь работает посудомойкой? Воспользуется ли он этим при возможном пересмотре дела об опеке? «Хорошо», — сдалась я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «В понедельник. Парк на Лермонтова в 2 часа дня. Мы погуляем час, не больше». «Вот и славно». В его голосе послышалась удовлетворенная ухмылка. «До встречи». Я стояла у мусорных баков, прижимая телефон к груди, и мелко дрожала. В голове стучала одна единственная мысль, похожая на молитву. Только бы не потерять работу. Только не сейчас, когда жизнь, кажется, начала потихоньку налаживаться. Время текло незаметно, сливаясь в череду похожих, но наполненных новым смыслом дней. С начала моей работы в семейном очаге минуло уже 2 месяца. Я не просто освоилась. Я влилась в этот ритм, стала своей в этом шумном, но по-своему дружном коллективе. Доход оказался стабильным, колеблясь между 34 и 37 тысячами в месяц, в зависимости от загруженности зала и щедрости гостей. Мне даже удалось скопить небольшую, но такую важную сумму — 15 тысяч рублей, аккуратно спрятанных в конверте на книжной полке. Наш неприкосновенный запас на самый черный день. Настю я благополучно записала в ближайшую к дому школу номер 5. С рук купила старенькую, но исправно работающую стиральную машину, что стало настоящей роскошью. Постепенно я делала мелкий ремонт. Заклеила самые рваные обои, покрасила рассохшиеся оконные рамы, подтянула расшатавшиеся стулья. И в одно ясное субботнее утро, сидя на теплом крыльце и наблюдая, как Настя резвится с соседскими ребятишками, я вдруг с абсолютной ясностью осознала. Мы
Справляемся. Несмотря на все удары судьбы, предательство и несправедливость, мы не просто выживаем. Мы держимся на плаву, по крупице отстраивая свое маленькое, но прочное жизненное пространство. Это странное, почти забытое чувство. Не абсолютной защищенности, нет, но твердой почвы под ногами. Окутало меня словно теплое надежное одеяло в промозглый осенний день. Однако уже в следующий понедельник, забирая Настю у Татьяны Ивановны, я заметила, что та явно чем-то встревожена. «Наденька, милая, у нас на следующей неделе важное событие». Она протянула мне чашку с ароматным чаем, но ее пальцы были неспокойны. «Очень ответственный банкет. Весь персонал должен быть на высоте». «Да, Миша вроде бы упоминал», — кивнула я. «Какие-то депутаты, кажется». «Не просто депутаты». Татьяна Ивановна понизила голос до конфиденциального шепота. Сам владелец ресторана будет присутствовать. Вернее, владелец здания. Миша-то лишь арендует помещение у Максима Семеновича Белоусова. Человек он очень влиятельный и, говорят, с непростым характером. «Понимаю», — отхлебнула я чаю, стараясь сохранить спокойствие. Все будет в порядке. Я ведь уже опытная посудомойщица». «Да, конечно». Она попыталась улыбнуться, но ее глаза по-прежнему оставались тревожными. Вечером того же дня, уже дома, я стояла у окна и смотрела на редкие тусклые звезды. Внутри закралось смутное, но настойчивое беспокойство. Что-то подсказывало, что моя новая, с таким трудом выстроенная жизнь вот-вот снова подвергнется серьезному испытанию. «Просто делай свою работу, как умеешь», — строго сказала я себе вслух. «Ничего сверхъестественного. Ты же научилась мыть посуду, а не только операции делать». Но червячок сомнения продолжал точить изнутри, нашептывая: «А если что-то пойдет не так?» 66-й год рождения Семенову Алексею Петровичу, объяснял Михаил, раскладывая на столе схему рассадки гостей. Депутат областной думы, крупный бизнесмен. Гостей 50 человек, цвет местного общества, чиновники, депутаты, бизнесмены. «И что, нам теперь перед каждым реверансы делать?» — проворчал Сергей, с усердием натирая бокал. «Не ёрничай», — одернула его Катя. «От этого зависит многое». Михаил подтвердил ее слова. Среди приглашенных будет и сам Белоусов. Если ему понравится, как мы работаем, есть шанс, что он продлит договор аренды на льготных условиях. Он обвел всех взглядом. Более того, за хорошую работу всем светит премия. По 5000. «Деньги лишними не бывает, верно?» — подбодрила Алена. Работа кипела всю неделю. Генеральная уборка, утверждение особого меню, закупка деликатесов. Я тоже не осталась в стороне. До зеркального блеска отдраила обе посудомоечные машины, отполировала все раковины и рабочие поверхности, перебрала и систематизировала всю посуду в шкафах. Все шло как по маслу, вплоть до самого утра банкета. А потом случилось то, чего я подсознательно боялась больше всего. Звонок от Татьяны Ивановны раздался в 7:00. «Наденька, милая, простите меня, старуху». Ее голос был хриплым и прерывающимся. «Я заболела. Температура под 39, горло, словно его наждаком драили. Ангина, наверное. К Настеньке сегодня не смогу подойти, боюсь девочку заразить». Холодная волна страха пробежала по моей спине. День банкета. Единственный день, когда я не имею права не выйти на работу. «Конечно, Татьяна Ивановна, не волнуйтесь, вылечитесь», — заставила я себя сказать спокойно. «Не беспокойтесь, я как-нибудь выкручусь». Положив трубку, я в панике начала лихорадочно перебирать варианты. Соседка Глафира Михайловна уехала к дочери в город на 3 дня. Все мои немногочисленные знакомые — это коллеги по ресторану, которые тоже будут загружены по горло. 3 часа я потратила на обзвон агентств по подбору персонала, сервисов по поиску нянь, дала отчаянное объявление на местном форуме. Все было тщетно. Либо никто не был свободен, либо цены оказывались заоблачными, либо няни наотрез отказывались выезжать в наш отдаленный пригород. «Мамуль, что случилось?» Настя заглянула в комнату, заспанная, с красным отпечатком подушки на нежной щеке. «Тётя Таня заболела, солнышко, а мне сегодня очень нужно на работу». «Я могу побыть одна», — серьезно заявила она, глядя на меня взрослым, понимающим взглядом. «Я уже большая». «Нет». Я крепко обняла ее, чувствуя, как сжимается сердце. «Я придумала. Ты пойдешь со мной.
План был отчаянным и безумным, но другого выхода просто не существовало. Я решила устроить Настю в маленькой подсобке за кухней, где хранился хозяйственный инвентарь. Там можно было поставить раскладной стульчик, дать ей книжки, раскраски и планшет с мультфильмами. Через смежную кладовую был выход во двор на случай крайней необходимости. Собрав в спешке все необходимое, мы отправились в ресторан за 3 часа до начала моей смены. Нужно было успеть обустроить дочь, пока не подошли основные сотрудники и тем более гости. Миша встретил нас у служебного входа, и его брови поползли вверх при виде Насти. «Надя, ты в своем уме? Сегодня же банкет. Если Белоусов узнает, что на кухне ребенок, «У меня нет выбора, Миша», — быстро, почти шепотом объяснила я ситуацию. «Татьяна Ивановна заболела, няню за 3 часа не найдешь. Что мне делать? Не выйти на работу в день банкета?» Он покачал головой, но в его глазах мелькнуло понимание. «Ладно, только устрой ее так, чтобы никто не видел. И скажи, чтобы сидела тише воды ниже травы. Если хозяин ее заметит, проблем не оберешься». Мы с Настей проскользнули на кухню и в считанные минуты обустроили укромный уголок в дальней подсобке. Я расстелила на полу небольшой плед, поставила рюкзак с вещами, достала планшет. «Настенька, слушай меня очень внимательно». И я присела перед ней, глядя прямо в ее ясные глаза. «Это чрезвычайно важно. Ты должна сидеть здесь тихо-тихо и ни в коем случае не выходить без моего разрешения. Если захочешь в туалет или кушать, сразу звони мне». Я написала номер на бумажке. «У тебя есть еда, вода, сок, книжки, раскраски и мультики. Поняла?» «Поняла, мама», — кивнула она с не по-детской серьезностью. «Я буду сидеть тихо, как мышка, обещаю». «Вот и умница». Я поцеловала ее в макушку. «Это ненадолго, до 11. Потом поедем домой». Дочка устроилась с книжкой, а я, с трудом переводя дух, вышла готовиться к смене. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухим тревожным стуком в висках. Если что-то пойдет не так, я потеряю все: работу, единственный источник дохода, наше хрупкое, но такое важное спокойствие. К 6 вечера ресторан наполнился гостями. Из-за дверей доносился нарастающий гул голосов, звон бокалов, сдержанный смех. Я не видела зала, но по лавине грязной посуды, обрушивавшейся на мою станцию, понимала — все идет полным ходом. Тарелки, бокалы, столовые приборы — я едва успевала загружать и выгружать машины. Каждые 20-30 минут я украдкой забегала в подсобку. Настя вела себя образцово. Тихонько читала, рисовала в альбоме, смотрела мультфильмы в наушниках. Время от времени я приносил ей угощения с кухни. Крошечный профитроль, красивое канапе, ломтик фрукта. К 9 вечера банкет достиг своего апогея. Шеф-повар и его команда работали на износ, официантки сновали как угорелые. Я тоже выкладывалась на пределе. Мои руки горели от постоянного контакта с горячей водой и моющими средствами, а спина ныла от бесконечных наклонов. «Как там наша затворница?» — шепнул мне Михаил, проносясь мимо с подносом, заставленным дорогим хрусталем. Все в порядке», — я попыталась улыбнуться, чувствуя, как от усталости дрожат уголки губ. «Скоро уже закончится, и мы поедем домой». Но в начале 10-го всё пошло наперекосяк. Из зала внезапно донеслись пьяные, срывающиеся крики, затем оглушительный звон разбившегося стекла и грубый развязный хохот. Кто-то из гостей явно перебрал лишнего и затеял скандал. Голоса становились все громче и злее. Я как раз переносила стопку чистых фарфоровых тарелок, когда дверь в подсобку силой распахнулась, и оттуда выскочила бледная, испуганная Настя. «Мама!» — крикнула она, бросаясь ко мне. «Там так страшно!» От неожиданности я вздрогнула. Пальцы невольно разжались, и тяжелая стопка из 20 тарелок с оглушительным грохотом разбилась о кафельный пол. Фарфоровые осколки разлетелись по всей кухне, и на секунду воцарилась мертвая звенящая тишина. Затем дверь из зала силой распахнулась, и на пороге возник грузный мужчина в идеально сидящем дорогом костюме. Его лицо побагровело от ярости. «Что здесь, чёрт возьми, происходит?» — прогремел он. «Что за безобразие?» Его взгляд упал на Настю, которая в испуге прижалась к моим ногам. «И что это за ребёнок делает на моей кухне?» «Максим Семёнович, позвольте всё объяснить», — начал Михаил,
появляясь за его спиной с побелевшим лицом. «Объяснить?» — взревел Белоусов. «Ты привел ребенка на кухню ресторана? Это прямое нарушение всех санитарных норм. Из-за тебя я могу схлопотать огромный штраф». «Это моя дочь», — шагнула я вперед, инстинктивно заслоняя собой Настю. У меня сегодня не было другого выхода. Няня заболела, а я обязана была выйти на работу. «Мамаши с приплодом мне на кухне не нужны», — отрезал Белоусов, с ненавистью оглядывая меня с головы до ног. «Собирай свои вещи и увольняйся. Сию же минуту». «Максим Семенович». Голос Михаила прозвучал напряженно, но твердо. Надежда — исключительный работник. Форс-мажор бывает у каждого. Она никогда прежде... «И ты уволен!» — перебил его Белоусов. Его лицо исказилось от бешенства. «За попустительство. Думаешь, раз твоя мать арендует у меня помещение, ты можешь позволять здесь что угодно? Пожалуйста». Я почувствовала, как горло сдавили горячие, горькие слезы. Это была вынужденная мера. Попыталась я объяснить, но голос дрогнул. Такое больше никогда не повторится. «Конечно, не повторится», — холодно, отчеканивая каждое слово, произнес Белоусов. «Потому что тебя здесь больше не будет. Немедленно покинь рабочее место». В этот самый момент из-за дверей зала раздался пронзительный, полный ужаса женский крик. «Помогите! Человеку плохо!» Белоусов замер на полуслове. Его гневная тирада оборвалась, и он резко развернулся, бросившись обратно в зал. Мы с Михаилом, забыв обо всем, последовали за ним. Картина, открывшаяся нам, была пугающей. Посреди роскошного зала у главного стола на паркете лежал мужчина лет 65. Его лицо приобрело землистый, восковой оттенок. Рука судорожно сжимала ткань дорогой рубашки в области груди. Вокруг столпились растерянные, испуганные гости. «Алексей Петрович, что с вами? Что случилось?» Возле него металась полная женщина в блестящем вечернем платье. Ее голос дрожал. «Вызовите скорую! Быстрее!» Я мгновенно с одного взгляда оценила ситуацию. Острый инфаркт миокарда. Классические учебные признаки. Резкая бледность, холодный пот, характерный жест, сжатая у сердца ладонь. Одышка. Счёт шел буквально на минуты, и в этот миг внутри меня что-то щелкнуло. Тот самый внутренний переключатель, что когда-то переводил меня из состояния надежды в состояние доктора. Мгновенная внутренняя борьба. Помочь и неминуемо раскрыть себя или отступить в тень, рискуя жизнью этого человека. Длилась доли секунды. Гиппократова клятва, произнесенная когда-то давно, оказалась сильнее страха. Я рванулась вперед, решительно расталкивая растерявшихся людей. «Отойдите, дайте ему воздух!» — прозвучал мой голос. Тот самый, командный, уверенный, которого я не слышала от себя почти целый год. Я опустилась на колени рядом с лежащим мужчиной. «Скорую вызвали?» «Да, уже едут», — пискнула одна из официанток, зажатая в толпе. «Нитроглицерин есть у кого-нибудь?» Я быстро проверила пульс на сонной артерии. Слабый, нитевидный, с опасными перебоями. Зрачки реагировали на свет, но дыхание становилось все более поверхностным и хриплым. «Алексей Петрович, вы меня слышите?» Я слегка похлопала его по щеке, пытаясь вернуть сознание. «Можете сказать, где болит?» «Грудь давит», — с трудом выдавил он. «Рука немеет». «У него инфаркт!» — выкрикнул кто-то из гостей. «Расступитесь!» — снова скомандовала я. «Миша, расстегни ему рубашку, ослабь галстук. Сергей, принеси холодной воды и полотенце». Я немедленно начала непрямой массаж сердца, автоматически отсчитывая ритм про себя. 30 нажатий, 2 вдоха. Снова 30 нажатий. «У вас есть аспирин кардио?» — спросила я у женщины, которая, судя по всему, была его супругой. «Нитроглицерин, любые сердечные препараты». «Вот, аспирин». Она судорожно принялась рыться в своей вечерней сумочке и протянула мне блиста. «Отлично. Я взяла одну таблетку. Алексей Петрович, положите это под язык, не глотайте, пусть рассосется». Продолжая ритмично надавливать на его грудину, я не переставала контролировать его состояние. Зрачки оставались расширенными, но реакция на свет была. Пульс под пальцами все еще был нестабильным, но уже не таким нитевидным. Примерно через 3 минуты непрерывной реанимации он пришел в себя. Его веки дрогнули.
Где я? Что случилось?» — пробормотал он слабым голосом. «Лежите спокойно, не двигайтесь». Я мягко, но твердо придержала его за плечо. «У вас, предположительно, инфаркт миокарда. Скорая помощь уже подъезжает». Я продолжала держать его за руку, контролируя пульс, пока, наконец, не услышала под окнами оглушительные, но такие долгожданные сирены. Лишь когда в зал вошли фельдшер и врач, я позволила себе выдохнуть и отступить на шаг. «Что у вас тут произошло?» — спросил врач, мужчина лет 40 с профессионально усталыми глазами. Я начала четко, по-врачебному, докладывать ситуацию. Мужчина, примерно 66 лет, клиническая картина острого инфаркта миокарда, потеря сознания приблизительно 5 минут назад, проведен непрерывный непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, дан аспирин кардиосублингвально. Со слов супруги в анамнезе гипертоническая болезнь. Пульс в настоящее время около 70, нестабильный. Сознание вернулось 3 минуты назад. Врач удивленно, с внезапным интересом посмотрел на меня, а затем, понимающе кивнул. «Коллега, спасибо. Вы без преувеличения спасли ему жизнь. Мы забираем пациента в кардиореанимацию». Пока медики аккуратно перекладывали Семенова на носилки, он вдруг слабой, но цепкой рукой схватил меня за запястье. Его глаза были полны немого вопроса и благодарности. «Доктор, спасибо вам», — прошептал он. «Всё будет хорошо», — тихо ответила я, сжимая его холодную ладонь. «Вас доставят в больницу, окажут всю необходимую помощь». Когда дверь за скорой помощью закрылась, в зале воцарилась звенящая, неловкая тишина, контрастирующая с недавним шумом. Я обернулась и встретилась с десятками пар глаз, устремленных на меня. Кто-то все еще снимал на телефон, кто-то возбужденно шептался, указывая в мою сторону. Белоусов стоял неподвижно, застыв, как соляной столб. Его лицо выражало полнейшее смятение. Михаил смотрел на меня с выражением глубочайшего восхищения и полного непонимания. «Кто ты такая на самом деле?» — наконец прошептал владелец ресторана, и в его голосе уже не было прежней ярости, лишь ошеломленное недоумение. «Мама, доктор!» — вдруг звонко и четко произнесла Настя, которая все это время, затаившись, стояла у дверей на кухню. «Самый лучший доктор. Она людей спасает». Я вдруг почувствовала, как накатывает волна полнейшего опустошения. Резкий выброс адреналина, подпитывавший меня все эти минуты, иссяк, и теперь силы покидали меня, оставляя лишь легкую дрожь в коленях. Бросив взгляд на ошеломленные, застывшие лица окружающих, я с холодной ясностью осознала. Тайна, которую я так тщательно оберегала, перестала существовать. Вопрос теперь заключался лишь в том, каким последствиям для нас с Настей приведет это внезапное разоблачение. Гости начали разъезжаться почти сразу после случившегося. Праздничная атмосфера была безнадежно испорчена. Многие торопились позвонить родным или знакомым Семенова, чтобы узнать о его состоянии. Кто-то спешил первым поделиться сенсационной новостью о произошедшем чуде. Ресторан стремительно пустел. В зале остались лишь сотрудники, молча и растерянно убирающие со столов нетронутые деликатесы. Белоусов заперся у себя в кабинете, и сквозь дверь доносились приглушенные, но гневные отголоски чего-то разговора. Настя тихонько сидела на стуле, болтая ногами, и украдкой, с нескрываемым любопытством поглядывая на меня, словно видела свою маму впервые. «Поедем, я отвезу вас домой», — тихо сказал Михаил, снимая с вешалки мою поношенную куртку. Мы молчали всю дорогу, и лишь когда его машина остановилась у знакомой калитки нашего дома на Солнечной, он, наконец, повернулся ко мне. «Зайдёшь?» — спросила я, и в голосе прозвучала не только просьба, но и мольба. «Поговорим?» Он молча кивнул. Настя уже клевала носом, и я, не переодевая, уложила ее в кровать. Она тут же свернулась калачиком, прижав к груди старого плюшевого медведя, и почти сразу же засопела ровным детским сном. Мы сидели на кухне при тусклом свете одинокой лампочки, отбрасывающей длинные тени. Чай в наших кружках давно остыл, но мы не замечали этого. Я говорила, а Михаил слушал, внимательно, не перебивая, лишь изредка задавая короткие уточняющие вопросы.
Я рассказала ему все: о 12 годах интенсивной работы кардиохирургом высшей категории, о сотнях спасенных жизней и благодарных взглядах родственников, о той роковой операции 10 месяцев назад, когда пациент с обширным инфарктом поступил с редчайшим и катастрофическим осложнением — разрывом межжелудочковой перегородки. Мы боролись за него 4 часа. Мой голос дрогнул, когда в памяти всплыли ослепительные огни операционной. Я сделала все, что было в человеческих силах, и даже больше. Но спасти его не удалось. Осложнение было слишком тяжелым. Статистика выживаемости в таких случаях — меньше 20%. Я рассказал о том, как Игорь, тогда еще муж, вместо поддержки и участия, холодно бросил в лицо: «Не могу рисковать своей карьерой из-за твоих проблем». О том, как он подал на развод, а родственники пациента — иск в суд. Как меня вынудили написать заявление по собственному желанию. Как одна за другой захлопывались все двери в профессиональном сообществе. «Теперь понятно», — задумчиво произнес Михаил, когда я закончила и устало закрыла лицо ладонями. «Почему ты так уверенно обработала тогда рану Алёне? И почему всегда держалась немного особняком? И еще твоя осанка». «Какая еще осанка?» — невольно улыбнулась я сквозь подступающие слезы. «Королевская», — просто ответил он. «Даже когда ты стояла у раковины с губкой в руке, казалось, что ты оказываешь этим тарелкам великую честь». Мы оба рассмеялись, и этот смех, легкий и освобождающий, начал потихоньку растворять то напряжение, что сковывало меня все эти долгие месяцы. Михаил не осуждал, не жалел с унизительной снисходительностью. Он просто слушал и принимал. В дверях кухни появилась сонная Настя, потирая кулачками глаза. «Мама», — прошептала она, — «значит, ты правда настоящий доктор, как в больнице?» «Да, зайчонок». Я подхватила ее на руки, ощущая теплый запах детского сна. Мама — врач. Просто так вышло, что какое-то время я не могла работать по своей профессии. «А теперь сможешь?» В ее голосе прозвучала робкая, но такая яркая надежда. «Не знаю, солнышко, это очень сложно». Уложив Настю обратно в постель, я вернулась на кухню. Михаил задумчиво смотрел в темное окно, за которым царила ночная тишина. «И что ты теперь будешь делать?» — спросил он, оборачиваясь. «Белоусов, я уверен, теперь и думать забудет тебя увольнять. Ты же спасла жизнь его другу и важнейшему гостю». «Не знаю», — честно призналась я. «Возможно, стоит уехать в другой город, попытаться начать все с чистого листа, где никто ничего не знает». «Не торопись с решениями», — мягко остановил он меня, и его рука легла поверх моей. «Давай просто посмотрим, что принесет завтра». Завтра наступило ровно в 10 утра вместе со звонком на незнакомый номер. «Надежда Андреевна?» — произнес собранный, официальный мужской голос. «Беспокоит Евгений Петрович, помощник депутата Алексея Петровича Семенова. Алексей Петрович просил передать и спросить, сможете ли вы навестить его сегодня в областной больнице. Вам будет удобно в 2 часа дня?» Я машинально согласилась, все еще не до конца осознавая происходящее. Следующий звонок спустя час был от самого Белоусова. Хозяин ресторана, не скупясь на слова, рассыпался в извинениях за свое вчерашнее поведение. «Надежда Андреевна, я был неправ, груб и погорячился. Разумеется, ваше место в семейном очаге за вами сохранено. Более того, я готов обсудить повышение вас до администратора или управляющей». Третий звонок поступил от Татьяны Ивановны. «Наденька, родная, Миша мне все рассказал». В ее голосе слышалось неподдельное, почти материнское восхищение. «Вот это да! А я-то думала, откуда в вас эта самая особая стать?» Теперь все окончательно встало на свои места. Ровно в 2 часа дня я переступала порог палаты в областной больнице. Алексей Петрович Семенов, вопреки ожиданиям, выглядел удивительно бодро для человека, всего сутки назад пережившего клиническую смерть. Он полусидел на функциональной кровати, окружённый мониторами, мерцание которых отбрасывало голубоватые блики на его лицо, и внимательно изучал разложенные бумаги. «А вот и мой ангел-хранитель». Он отложил документы и тепло протянул мне руку. «Присаживайтесь, доктор. Позвольте лично выразить вам глубочайшую благодарность за мою жизнь». «Я просто оказалась в нужном месте в нужный час».
Смущенно опустила я взгляд. Любой врач на моем месте поступил бы точно так же. «Не скромничайте». Он хитро прищурился, и в его глазах мелькнул острый цепкий ум. «Мне успели кое-что рассказать о вашей истории. Потрясающая, возмутительная несправедливость. И я намерен ее исправить». «Что вы имеете в виду?» Сердце забилось чаще. «Видите ли, я в политике уже 30 лет», — начал он, поправляя подушку за спиной. «За такое время обрастаешь не только связями, но и реальными рычагами влияния». Он сделал многозначительную паузу. «У меня есть друзья в медицинских кругах, в юридических, что особенно пригодится в вашем деле, и, конечно, среди журналистов». Я ощутила, как внутри, вопреки всем защитным барьерам, робко, но уверенно загорается крошечный огонек надежды. Неужели возможно чудо? Вернуться в операционную, снова держать в руках скальпель, делать то, ради чего я родилась. События следующих недель напоминали стремительный, почти сюрреалистичный водоворот. Семёнов, едва выписавшись из больницы, с присущей ему деловой хваткой взялся за восстановление исторической справедливости, как он это громко именовал. Он привлек частных детективов, лучших юристов, лично курировал поднятие архивных материалов по моей злополучной операции. Его помощники опрашивали свидетелей, скрупулезно изучали медицинскую документацию, анализировали каждую мелочь. То, что вскрылось в результате, поразило даже меня, уже привыкшую ко всему. Оказалось, в день той роковой операции Игорь, пользуясь своим служебным положением, намеренно не обеспечил дежурство лучшей анестезиологической бригады, хотя она была в доступе. Более того, он оказывал скрытое давление на медперсонал, создавая заведомо сложные, почти невозможные условия для работы. Ваш бывший муж планировал развод задолго до трагедии, но ему нужен был веский повод. Без эмоций констатировал следователь, приглашенный Семеновым. Мы нашли его личную переписку с юристом, где он обсуждает варианты расторжения брака без финансовых потерь для себя еще за 3 месяца до инцидента. Врачебная ошибка супруги была для него идеальным выходом. «Не может быть», — прошептала я, чувствуя, как немеют губы и холодеют пальцы. «Это же чудовищно, бесчеловечно». «Увы, факты — вещь упрямая», — развел руками следователь. «Вам был нанесен колоссальный моральный и профессиональный ущерб, и нанесен он умышленно. Благодаря влиянию и настойчивости Семенова состоялся официальный пересмотр дела в медицинском сообществе. Независимые столичные эксперты досконально проанализировали ход той операции, каждое моё действие, все данные обследований. Вердикт был однозначным. Врачебной ошибки не установлено. Действия врача Скворцовой Н.А. полностью соответствовали протоколу лечения данной патологии. Смерть пациента наступила в результате тяжелого, объективно неустранимого осложнения. Вероятность летального исхода в подобных случаях составляет свыше 80%, даже при своевременном и квалифицированном хирургическом вмешательстве. Семенов же организовал для меня ряд встреч с главными врачами ведущих клиник города. Моё имя, еще недавно бывшее символом позора, теперь зазвучало в медицинских кругах с новой, очищающей интонацией, как пример вопиющей несправедливости и профессиональной стойкости. Вскоре у меня на руках было 3 заманчивых предложения о работе. От 2 государственных больниц и современного частного кардиоцентра. Зарплата варьировалась от 85 до 120 тысяч рублей. Я выбрала кардиоцентр. Передовое оборудование, сильный коллектив, возможность профессионального роста. Параллельно налаживалась и моя личная жизнь. Мы с Михаилом проводили вместе все свободное время. Он возил нас с Настей в парки, в кино, помогал с мелким, но таким важным ремонтом в нашем домике. А однажды теплым вечером, гуляя по залитой огнями набережной, он неожиданно остановился и взял меня за руки. «Знаешь», — сказал он, глядя мне прямо в глаза, «я влюбился в посудомойщицу Надю практически с первого взгляда. Но в доктора Надежду я влюбляюсь все сильнее с каждым днем». Я рассмеялась, чувствуя, как сердце заполняет теплая, счастливая волна. «А если опять что-то пойдет не так?» Вырвалось у меня, ведь тревога все еще жила где-то глубоко внутри. «Ты же сам видел, как хрупко может быть все счастье». «Значит, построим его заново», — просто ответил он.
вместе. Татьяна Ивановна, окончательно оправившаяся от болезни, всецело одобряла наши отношения. «Мой сын выбрал себе правильную женщину», — заявила она нам, когда мы пришли к ней на воскресный чай. «Умную, сильную духом и бесконечно порядочную. Я всегда мечтала о такой невестке». А Настя однажды утром, размазывая по тарелке манную кашу, неожиданно огорошила меня вопросом. «Мам, а дядя Миша будет моим папой?» Я не нашла, что ответить, но где-то в самой глубине души сердце тихо и уверенно подсказывало. Да, именно к этому все и идет. Для Игоря же последствия оказались более чем плачевными. Независимое расследование, инициированное по моему делу, словно камень, брошенный в воду, породило волну, выявившую целую сеть коррупционных схем и злоупотреблений в министерстве. Его отстранили от должности на время проведения полной и беспристрастной проверки. Я, следуя совету юристов, подала иск о возмещении морального ущерба на 2 миллиона рублей. «Обязательно выиграем», — уверял меня адвокат, предоставленный Семеновым. «Доказательная база железная, а общественное мнение на вашей стороне». Игорь пытался связаться со мной. Его номер снова и снова всплывал на экране телефона, но я не отвечала. Все, что он хотел сказать, теперь мог излагать через своих представителей. Единственным его публичным заявлением стали сухие, вынужденные извинения в прессе. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела приношу искренние извинения своей бывшей супруге Надежде Андреевне Скворцовой за причиненные ей неудобства. Неудобства. 10 месяцев ада. Потеря профессии, репутации, средств к существованию, унизительная борьба за выживание. Все это он упаковал в одно жалкое, ничего не значащее слово. Самым сложным для меня оказалось даже не судебное разбирательство, а возвращение в операционную. После 10 месяцев вынужденного перерыва мной овладел навязчивый, парализующий страх. А вдруг я разучилась? Вдруг мои руки, эти инструменты, когда-то доведенные до автоматизма, забыли свои навыки? Вдруг я подведу пациента, доверившего мне свою жизнь? Михаил, Татьяна Ивановна, даже Настя — все поддерживали меня как могли, окружая теплом и верой. А главный врач кардиоцентра, пожилой, мудрый кардиолог с 40-летним стажем, дал мне поистине отеческий совет. Начните с простого, Надежда Андреевна. Со стандартных шунтирований, с аортокоронарных вмешательств, с малоинвазивных методик. Набьете руку, восстановите мышечную память и уверенность в себе, а там уже и до сложных случаев доберетесь. Так я и решила поступить. С 1 ноября меня официально зачислили в штат клиники. Впереди ждал и долгожданный переезд. Мы с Михаилом присмотрели просторную трехкомнатную квартиру в центре города, в хорошем, спокойном районе. Настя должна была пойти в престижную школу, расположенную буквально в соседнем дворе. А еще нам удалось уговорить саму Татьяну Ивановну переехать вместе с нами. «Что я буду делать в вашей большой квартире?» — смущалась она. «Мешать молодым? Путаться под ногами?» «Вы будете самой главной частью нашей семьи», — твердо ответила я, беря ее руку в свои. «Для Насти вы уже как родная бабушка. И для наших будущих детей тоже». Татьяна Ивановна прослезилась и, не в силах противиться такому напору, дала свое согласие. Казалось, жизнь наконец повернулась ко мне своим светлым, солнечным лицом. Впереди нас ждало будущее, непростое, требующее усилий, но уже не такое беспросветное и пугающее, как еще месяц назад. Стоя у окна нашего съемного домика, в котором мы с Настей прожили почти 3 трудных, но таких важных месяца, я смотрела на старую яблоню во дворе. Ее ветви, еще недавно усыпанные мелкими зелеными плодами, теперь гнулись к земле под тяжестью налившихся румяных яблок. Жизнь продолжалась несмотря ни на что, и даже после самой суровой и долгой зимы неизбежно наступает весна. Первый рабочий день в кардиоцентре наступил ровно через 3 месяца после того самого судьбоносного банкета. За это время в моей жизни изменилось практически все. Мы с Настей переехали в просторную светлую квартиру. Я прошла интенсивные курсы повышения квалификации, восстанавливая пробелы в знаниях и знакомясь с новейшими методиками. А главное, по крупицам собирала ту самую уверенность в себе, что когда-то была отнята вместе с любимой профессией. Переступая порог современной, сверкающей операционной,
я ощутила щемящее волнение, очень похожее на то, что испытывала много лет назад, в свой самый первый день работы хирургом. Все было знакомо до боли. Стерильная чистота, мерцание мониторов, специфический запах антисептика, такой родной и будоражащий. «Доктор Скворцова, рады видеть вас в нашей команде». Главный врач клиники, Николай Степанович, с теплотой в голосе представил меня коллегам. «Многие здесь уже наслышаны о вашем высочайшем профессийном. Медсестры, ассистенты, анестезиологи — все смотрели на меня с неподдельным интересом и уважением. Никакого осуждения, никаких красноречивых перешептываний за спиной. Это было то самое чудо, в которое я уже почти перестала верить. Моим первым пациентом стал 58-летний мужчина с запущенной ишемической болезнью сердца. Ему предстояло аортокоронарное шунтирование, операция, которую я в прошлой жизни выполняла десятки, если не сотни раз. Но после долгого перерыва даже эта некогда рутинная процедура казалась серьезнейшим испытанием. «Волнуетесь?» — участливо спросил анестезиолог, опытный мужчина с спокойными глазами, заметив, как я непроизвольно сжимаю и разжимаю пальцы. «Немного», — честно призналась я, делая глубокий вдох. «Очень». «А у вас глаза горят», — он одобрительно улыбнулся. «Это прекрасный знак. Значит, вы по-настоящему вернулись домой, в свою профессию». Едва кончик скальпеля коснулся кожи пациента, все внутри меня переменилось. Прежнее нервное напряжение растворилось без следа, уступив место абсолютной, выверенной до миллиметра концентрации. Мышечная память, отточенная тысячами часов у операционного стола, сработала безупречно. Мои руки двигались легко, точно и уверенно, словно и не было этих 10 мучительных месяцев вынужденного простоя. Я вновь погрузилась в то уникальное состояние сосредоточенного потока, когда весь мир сужается до размеров операционного поля, а время начинает отсчитывать свой ритм в такт биению сердца под твоими пальцами. Операция завершилась безупречно. Когда я, наконец, сняла стерильные перчатки и вышла из операционной, наткнувшись на мягкий свет обычного освещения, меня ожидала неожиданная картина. Собравшийся у дверей персонал встретил меня тихими, но искренними аплодисментами. «С возвращением, доктор Скворцова!» Просто и весомо произнес Николай Степанович, и в его глазах я увидела неподдельное уважение. «Добро пожаловать домой». В этот миг я окончательно, на уровне каждой клеточки поняла. Я вернулась. Вернулась к себе настоящей, к той, кем была рождена быть. Судебное разбирательство по моему делу завершилось спустя 4 месяца. Процесс получился громким и публичным, во многом благодаря влиянию Алексея Петровича Семёнова и активной позиции прессы. Заседания проходили в открытом режиме с привлечением авторитетнейших независимых экспертов. Суд полностью меня реабилитировал, вынеся окончательный вердикт. Врачебная ошибка в действиях Скворцовой Н.А. отсутствует. Более того, Игорь был признан виновным в причинении мне тяжкого морального вреда. Мне присудили компенсацию в 1,5 миллиона рублей и обязали его принести публичные извинения через все основные областные СМИ. Помню, как мы с Михаилом, сидя на кухне за чашкой вечернего чая, читали эти вымученные, составленные юристами строки в газете. Формальные, холодные фразы не вызвали во мне ничего, кроме легкой усталости. Правда восторжествовала, а это было главным. «Как ты себя теперь чувствуешь?» — спросил Миша, откладывая газету в сторону и внимательно глядя на меня. Словно огромный, давивший на грудь камень, наконец-то свалился. Честно призналась я. Теперь можно по-настоящему начать все с чистого листа. В тот же вечер он повез меня в семейный очаг. Мы сели за тот самый столик у витражного окна, где когда-то, в день нашего знакомства, я пила чай, пытаясь скрыть дрожь в руках. Михаил был странно молчалив и задумчив. Я даже начала тревожиться, не случилось ли чего. «Надюша», — наконец произнес он, и в его голосе прозвучала легкая, несвойственная ему робость. «Я понимаю, что прошло не так много времени, но я понял, что ты — моя судьба, с той самой секунды, как увидел тебя в дверях кухни». Он достал из внутреннего кармана пиджака маленькую бархатную коробочку. «И для меня не имеет никакого значения, кем ты работаешь.
Будь ты посудомойкой или всемирно известным хирургом. Выйдешь за меня. Кольцо в коробочке было старинным, изящной работы. Тонкий золотой ободок венчал не самый крупный, но удивительной чистоты бриллиант, окружённый россыпью крошечных сапфиров. «Это от мамы», — пояснил он, видя моё немое удивление. «Кольцо её прабабушки. Она настояла, чтобы я сделал предложение именно им». Я не смогла сдержать слёз. Всё, что я могла сделать, — это кивнуть, не в силах вымолвить ни слова, и протянуть ему дрожащую руку. Когда мы вернулись домой и сообщили счастливую новость Насте, она запрыгала на месте от восторга. «Ура! Наконец-то у меня будет настоящий папа!» Свадьбу мы решили назначить на декабрь. Скромную, камерную, в кругу самых близких людей. Татьяна Ивановна с радостью взяла на себя все хлопоты по организации торжества. А мы с Михаилом тем временем нашли и приобрели просторную 4-комнатную квартиру в новом зелёном районе города. Она была светлой, с высокими потолками, большими окнами и кухней, в которой без труда поместился бы большой обеденный стол. Это должно было стать нашим настоящим семейным гнездом. Новая квартира наполнилась жизнью, смехом и уютом удивительно быстро. Каждый внес в неё свою частичку. Настя развесила в своей комнате все свои рисунки и поделки, создав настоящую картинную галерею. Татьяна Ивановна бережно расставила на полках старинные семейные фотографии и свои любимые книги, обжив светлую комнату с отдельным балконом. Михаил собрал уютный домашний кинотеатр в гостиной и наладил всю технику. Я же с наслаждением обустроила себе небольшой, но очень личный кабинет, где могла в тишине работать с медицинской литературой. Настя пошла в престижную школу с углублённым изучением языков. Первое время она, конечно, переживала, сможет ли вписаться в новый коллектив. Но её открытый, добрый характер и пытливый ум быстро сделали своё дело. Уже через месяц она с восторгом делилась историями о школьных проектах, театральном кружке и новых подругах. Мы завели свои неизменные семейные традиции. Воскресные обеды за большим столом, вечернее чтение вслух какой-нибудь захватывающей книги, субботние походы всей семьей в кино или на выставки. Дом наполнился тем самым теплом и взаимопониманием, о которых я когда-то давно перестала даже мечтать. Мои профессиональные успехи также не заставили себя долго ждать. Через полгода моей работы в клинике мне доверили проведение уникальной и сложнейшей операции на открытом сердце — пересадку биосовместимого искусственного клапана пациенту с тяжелым, ранее считавшимся неоперабельным пороком. Операция длилась 7 часов, но прошла блестяще, без единого осложнения. Пациент пошел на поправку, а я, вдохновленная успехом, написала подробную научную статью для авторитетного медицинского журнала, которая вызвала живой интерес и одобрение в профессиональном сообществе. Вскоре ко мне обратилось местное телевидение с предложением снять сюжет о докторе, сумевшем вернуться к профессии после столь несправедливого обвинения. Я долго сомневалась, но в итоге неохотно согласилась, понимая, что моя история может стать лучом надежды для других врачей, столкнувшихся с подобной несправедливостью. А осенью на моё имя пришло официальное приглашение выступить с докладом на престижной Всероссийской медицинской конференции в Москве. Уважение коллег и собственная профессиональная репутация были не просто восстановлены, они вернулись сторицей, словно и не было этого тяжелого, вычеркнутого из жизни периода. Справедливость восторжествовала и в отношении Игоря. Глубокое расследование, инициированное по моему делу, выявило целый клубок серьезных нарушений и злоупотреблений в министерстве. Игоря не просто уволили в связи с утратой доверия. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чтобы выплатить назначенную судом компенсацию, ему пришлось в спешке, практически за полцены, продать свою роскошную загородную дачу. После всего случившегося он окончательно исчез из нашего поля зрения, более не претендуя на встречи с Настей. Алименты он приводил с прежней нерегулярностью, ссылаясь на временные финансовые трудности. Но это уже не имело для нас никакого значения. У моей дочери появился Михаил, человек, который стал для нее по-настоящему близким, любящим отцом. Ресторанный бизнес семьи также процветал. При моем посредничестве и с помощью части компенсации Татьяне Ивановне удалось, наконец, выкупить помещение семейного очага у Белоусова, который после всех громких скандалов был лишь рад избавиться от этого актива.
Мои обширные связи в медицинском сообществе принесли заведению новый стабильный поток клиентов. Ресторан стал популярной площадкой для проведения врачебных банкетов, корпоративных мероприятий и презентаций фармацевтических компаний. Михаил, почувствовав уверенность в завтрашнем дне, расширил бизнес, открыв второй, специально оборудованный зал для конференций и семинаров. Однажды теплым вечером, собравшись за большим обеденным столом, Татьяна Ивановна с торжественным видом достала старинную шкатулку из темного карельской березы. «Хочу рассказать вам настоящую историю нашей семьи», — объявила она, бережно открывая крышку и извлекая пожелтевшие фотографии и стопку аккуратно перевязанных писем. Историю, которая дышит с этих страниц. Мы слушали, затаив дыхание, ее неторопливый рассказ о прадеде Михаила, инженере-путейце, строившем великий Транссиб, о прабабушке-учительнице, которая в лихолетии революции спасла сотни редких фолиантов из горящей дворянской усадьбы, о деде, прошедшем всю войну и вернувшемся домой с боевыми орденами. А это... Татьяна Ивановна нежно коснулась моего обручального кольца. Его носили 3 поколения женщин нашей семьи. И все они, заметь, Надя, пережили самые трудные времена с честью и достоинством. Оно не просто украшение, а символ нашей стойкости. После этого разговора мы все вместе решили создать большой семейный фотоальбом, где нашлось бы место и для нашей с Мишей и Настей истории. Истории случайной встречи в ресторане, спасенной жизни и обретенного вопреки всему второго шанса на счастье. Через год после нашей скромной свадьбы на свет появился наш сын. Крепкий, громкоголосый мальчик с цепким, осмысленным взглядом карих глаз. Точь-в-точь, как у отца. «Давай назовем его Сергеем, в честь твоего папы», — предложила я Михаилу, нежно покачивая на руках запелёнатого малыша. Крестным отцом маленького Сережи с радостью согласился стать Алексей Петрович Семенов, к тому времени полностью восстановившийся после инфаркта и вернувшийся к активной общественной жизни. «Считайте за честь», — растроганно сказал он, принимая наше предложение. «Этот малыш — лучший символ того, что жизнь, несмотря ни на что, всегда побеждает». Настя оказалась самой заботливой и нежной старшей сестрой. Она читала брату сказки, хотя тот еще не понимал ни слова, показывала ему яркие игрушки и напевала собственного сочинения колыбельное. «Мама, я тоже, когда вырасту, хочу стать врачом», — твердо заявила она как-то раз, наблюдая, как я обрабатываю и перевязываю разбитую коленку соседскому мальчишке. «Хочу помогать людям, совсем как ты». Татьяна Ивановна с неизменной готовностью помогала нам с внуками. Она словно помолодела, наполнив свою жизнь новым смыслом. Ее глаза светили счастьем, в движениях появилась давно забытая легкость. Она даже вернулась к преподаванию, организовав литературный кружок при школе, где училась Настя. Мой собственный профессиональный рост также не стоял на месте. Через 1,5 года после моего триумфального возвращения в медицину руководство кардиоцентра предложило мне возглавить кардиохирургическое отделение. Моя зарплата выросла до 150 тысяч рублей, сумма, о которой в прошлой жизни я не могла бы и мечтать. Но главной ценностью была отнюдь не она, а сама возможность всецело отдаваться любимому делу, спасать жизни, направлять и вдохновлять молодых врачей. Я стала наставником для нескольких начинающих хирургов и, вспоминая свой тернистый путь, старалась научить их не только безупречной технике, но и главному — сохранять человечность, сострадание и этические принципы даже в самых критических ситуациях. Я регулярно участвовала в сложнейших операциях, консультировала тяжелых пациентов, которых привозили из других регионов. Моё имя снова стало ассоциироваться с высочайшим профессионализмом, но теперь к нему добавилась мощная, вдохновляющая многих человеческая история. Прошло ровно 2 года с того памятного банкета, что перевернул всю мою жизнь. Я стояла перед зеркалом в ординаторской, завязывая стерильную хирургическую маску. Мне предстояла сложнейшая операция — протезирование митрального клапана у молодой женщины с ревматическим пороком. В нагрудном кармане халата лежала заламинированная фотография. Михаил с маленьким Сережей на руках, улыбающаяся Настя с книгой и Татьяна Ивановна в своем любимом кресле-качалке. Моя семья, моя нерушимая опора. Перед каждой ответственной операцией я мысленно прикасалась к этому снимку, словно черпая из него их незримую любовь и поддержку. Иногда нужно пройти через потери всего,
чтобы по-настоящему оценить и обрести свое счастье. Промелькнуло у меня в голове, когда я уверенной походкой входила в операционную. «Все готовы?» — спросила я, окидывая взглядом сосредоточенные лица команды. «Тогда начинаем». Я дала знак включить музыку. Вивальди, времена года, весна. И взяла в руки скальпель. Ресторан «Семейный очаг» давно перестал быть просто точкой общепита, превратившись в настоящий культурный и деловой центр нашего города. Медики со всей области регулярно собирались здесь для неформальных встреч, презентаций и мини-конференций. На стене в главном зале висела увеличенная фотография того самого столика у окна, за которым мы впервые разговаривали с Михаилом. И скромная, но говорящая сама за себя табличка. Здесь началась наша история. Настя превратилась в настоящую отличницу, с жаром увлекающуюся биологией и химией и твердо намеренную пойти по моим стопам. Уже в 12 лет она перечитала все доступные ей книги по анатомии, а на вопрос одноклассников о будущей профессии уверенно отвечала: «Кардиохирургом, как моя мама». Маленький Сережа делал первые неуверенные шаги, наполняя дом звонким смехом и заливистым топотом. Татьяна Ивановна не могла нарадоваться на внуков, а Михаил превратился в образцового, самого заботливого отца, какого только можно представить. Алексей Петрович Семенов стал частым и желанным гостем в нашем доме. Он, шутя, говорил, что заходит проверить здоровье главного кардиохирурга города, но на самом деле ему просто было приятно проводить время с нашей шумной, дружной семьей, ставшей для него по-настоящему родной. А я была счастлива, без оговорок и сомнений. Семья, любимая работа, уважение коллег — все, о чем я когда-то лишь смела мечтать, сбылось. Конечно, не сразу и не просто, а через череду суровых испытаний и болезненных потерь. Но, возможно, именно это и делает счастье таким полным и осознанным. Понимание той цены, что была за него заплачена. Жизнь может жестоко испытывать на прочность, но сломить она способна лишь того, кто сам сложит оружие. Справедливость, пусть и не мгновенно, но всегда торжествует. А настоящие родственные души непременно найдут друг друга, даже в самых, казалось бы, безнадежных обстоятельствах. В редкие минуты затишья, оставшись наедине с собой, я иногда мысленно возвращалась к началу этого пути. Я вспоминала тот день, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову. Предательство Игоря, унизительную потерю репутации, судебные заседания, где меня пытались выставить преступницей в белом халате. Вспоминала скитания по убогим съемным комнатам с маленькой дочерью на руках и леденящий душу страх перед будущим. Вспоминала и тот судьбоносный день, когда я пришла в семейный очаг в надежде устроиться официанткой, а стала посудомойщицей. Тогда мне казалось, что дно, за которым уже ничего нет, достигнуто. Но именно там, в самой темной точке моего падения, я встретила людей, которые, не ведая того, стали ангелами-хранителями моей судьбы. Михаила, сначала просто администратора, предложившего работу, а теперь любимого мужа и отца моих детей. Татьяну Ивановну, случайную няню для Насти. А теперь вторую маму для меня и обожаемую бабушку для наших детей. Даже Глафира Михайловна, простая хозяйка первого съемного домика, сыграла в этой истории свою важную роль, поверив мне и снизив цену за аренду. Сегодня, сидя в уютной полумраке нашей просторной гостиной, я медленно перевожу взгляд с одной семейной фотографии на другую. Вот Настя, сияющая, с золотой медалью на школьной олимпиаде по биологии. Теперь она говорит о кардиохирургии не как о детской мечте, а как о сознательном выборе. Вот Сережа, запечатленный в тот самый миг, когда он сделал свой первый в жизни шаг, ухватившись за палец счастливого отца. Вот Татьяна Ивановна, погруженная в волшебный мир сказки, которую она читает притихшим внукам. А вот мы с Михаилом стоим на фоне семейного очага, ресторана, который теперь по праву принадлежит нашей семье. Жизнь сложилась так причудливо и непредсказуемо. Совсем не так, как я когда-то в своей прошлой, наполненной спешкой и честолюбивыми планами жизни, могла предположить. Разве могла я тогда, в самые темные дни, предугадать, что именно через тотальную потерю всего привычного и дорогого мне суждено обрести подлинное, ничем не омраченное счастье? Что именно в те минуты, когда мои руки, привыкшие держать скальпель, были погружены в мыльную воду,
Сама судьба готовила для меня свой самый щедрый дар. Новую семью, настоящую любовь, возвращение в профессию и, что, пожалуй, важнее всего, возвращение веры в саму себя. То внезапно раздается звонок телефона. Это Алексей Петрович Семенов. Он приглашает нас всех на большой семейный ужин в честь своего дня рождения. Того самого дня, который 2 года назад едва не стал для него последним, а для меня оказался судьбоносным поворотом. Я отвечаю, не скрывая улыбки в голосе, что мы придем непременно, всей нашей шумной и счастливой оравой. Кольцо прабабушки Михаила, перешедшее ко мне по наследству, тихо поблескивает на моем пальце в отсветах вечерней лампы. Татьяна Ивановна была абсолютно права. Это не просто украшение, а настоящий символ стойкости. 3 поколения женщин этой семьи до меня носили его, проходя через свои испытания. И все они выстояли. Теперь его ношу я, и я тоже выстояла. Завтра меня снова ждет операционная. Сложнейшая операция на сердце. Но я больше не чувствую прежнего страха. Мои руки помнят каждое движение. Мой разум чист и ясен. А сердце, вопреки всей драматичности профессии, пребывает в умиротворенном спокойствии. В кармане моего халата, как всегда, будет лежать заламинированная фотография. Мой талисман. Мой неиссякаемый источник сил. Я прошла через унижение, через горькое отчаяние, через потерю всего, что считала незыблемым. Но именно это оглушительное падение позволило мне встретить на своем пути по-настоящему прекрасных людей, обрести ту самую истинную любовь и ту поддержку, что не дрогнула в бурю. Оно же научило меня ценить подлинные, а не навязанные обществом богатства. Простую крышу над головой, возможность каждый день видеть счастливую улыбку своей дочери, драгоценный шанс помогать людям своими собственными, пусть и уставшими, но верными руками. Та прежняя Надежда Скворцова, кардиохирург высшей категории, обласканная признанием, возможно, с недоумением и даже легкой жалостью, посмотрела бы на меня сегодняшнюю. «Как можно быть счастливой, имея в итоге меньше, чем было?» — спросила бы она. Но в том-то и заключается главный парадокс. У меня теперь не меньше. У меня неизмеримо больше. Больше любви, больше глубинного понимания жизни, больше сострадания к чужой боли, больше осознанной ценности в каждом спасенном сердце. Жизнь может отнять у человека очень многое. Статус, деньги, репутацию. Но она бессильна перед нашей способностью любить, перед отточенными профессиональными навыками, перед тем внутренним стержнем, что не гнется под любым напором. Все это остается с нами навсегда, даже когда кажется, что ты потерял абсолютно все. Справедливость моей истории восторжествовала, и я безмерно благодарна за это. Но даже если бы чаша весов не склонилась на мою сторону, я уверена, я все равно нашла бы свой новый путь. Потому что главное — не внешнее признание, а та тихая, несокрушимая уверенность внутри, что ты поступаешь правильно. Что ты отдаешь все свои силы ради спасения жизни, будь то на операционном столе или у кровати собственного ребенка. Я засыпаю сегодня в теплых и надежных объятиях любимого мужа, в нашем общем доме, под одной крышей с моими спящими детьми и Татьяной Ивановной. Завтра наступит новый день, новая операция, новая возможность сделать этот мир хоть на каплю добрее и светлее. И я безмерно благодарна судьбе за этот выстраданный второй шанс, за право снова жить полной грудью, за счастье вновь держать в руках бьющееся человеческое сердце с твердой уверенностью, что я могу помочь ему биться дальше. Второй шанс дается тем, кто по-настоящему его заслуживает. Но чтобы оказаться достойным его, нужно не сломаться, когда весь мир ополчается против тебя. Нужно продолжать верить в справедливость, даже когда торжествует самая вопиющая несправедливость. Нужно, вопреки всему, оставаться человеком, когда с тобой поступают бесчеловечно. И тогда чудеса случаются. Не сами по себе, а потому что мы сами своими поступками, своим мужеством, своей стойкостью и непоколебимой верой делаем их возможными. Именно так я и сделала возможным свое собственное чудо, свою новую жизнь, где гармонично слились воедино любимая профессия, большая любовь, крепкая семья и простое,
на такое полное человеческое счастье. В этом, наверное, и заключается главный урок всей моей истории. Не бойтесь упасть на самое дно. Иногда именно там, в полной темноте, вы найдете тот самый прочный фундамент, на котором можно выстроить новую, гораздо более осмысленную и светлую жизнь. И что бы ни случилось, всегда помните, второй шанс существует. Нужно только найти в себе силы не испугаться и принять его. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если она отозвалась в вашем сердце, пожалуйста, поддержите нас. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Ваша обратная связь очень важна для нас. Напишите в комментариях, какой момент тронул вас больше всего. Мы с огромным интересом читаем каждое ваше мнение. До новых встреч в мире настоящих историй.